Приветствую вас на канале. И сегодня в заметках очень интересные виски. Это виски бочковой крепости. Виски от английской дистиллерии, очень молодой, она открылась в 2014 году. Дистиллерия называется Cold Slow. Находится в одноименной местности в Англии. Регион достаточно холмистый, гористый. Известен тем, что расположенные там дома, они построены из известняка, который имеет медный, серебристый оттенок. Нужно отметить, что дистиллерия максимально крафтовая. Сырье, которое используется для производства виски, ячмень, произрастает там же, в этом местечке Cold Slow. Даже само сложение ячменя происходит по старинке на полу. Переворачивают, перепахивают на полу вот этот вот ячмень, для того, чтобы он просушивался, равномерно прогревался. Становление дистиллерии и ее развитие помогал очень известный, ныне покойный доктор Джеймс Уон. Он рассказал технологии выдерживания виски в так называемых STR бочках. Берутся бочки, часто это винные, внутренний слой сдирается, слегка обжигается для того, чтобы карамелизовать сахара, и в завершающем этапе сильно обугливается. Таким образом, бочки становятся максимально активными и максимально больше отдают дистилляту. На дистиллерии используются 2 перегонных куба. Очень длительная ферментация, более 90 часов. Длительная ферментация нужна для того, чтобы дистилляты приобретали очень яркие цветочные оттенки в аромате и такие же яркие вкусовые дескрипторы. Выбор мой пал именно на выдержку из-под красного вина по той простой причине, что мне очень понравился цвет. Цвет очень красивый, такой янтарный. И самое здоровское, что это цвет натуральный. Именно так работают STR-бочки, именно так они активно взаимодействуют с дистиллятом. Виски обладатель различных наград. Он также получил награду за лучший английский виски. Вместе с бутылкой в коробке на горлышке имеется такая маленькая брошюрочка, указано название дистиллерии. И на развороте здесь перечисляются все достоинства дистиллерии, о том, что оно максимально крафтовое, о том, что ячмень приобретается у фермеров. Ну и, собственно, то, что использовались бочки из-под красного вина, бочки сами из американского белого дуба, в которых ранее содержалось красное вино. И некоторые заметки по аромату, вкусу и послевкусию. Бутилирование тоже происходит непосредственно на дистиллерии. Он сопоставим со стоимостью Макаллана 12-летнего, но, честно сказать, если рядом поставить этот виски и Макаллан 12-летний, лично для меня выбор будет однозначным. Это точно будет не в пользу Макаллана. Вообще я считаю, что тема Макаллана сильно раздутая. Куда интереснее вот такие вот истории, где виски крафтовые, бочковая крепость, стремление к сохранению традиций по производству виски. Все это вместе, конечно же, дает этому виски много преимуществ. Ну что ж, давайте попробуем.
Первое, в аромате сразу слышится вот эта вот лакокрасочная составляющая бочек, некоторая ванильность. Как будто бы а, аромат напоминает аромат бурбона, и будто бы этот виски выдерживался в бочках из-под бурбона. Хотя здесь бурбона вообще как бы и нет. В аромате также присутствует аромат, очень похожий на сливу. Именно слива такая, знаете, которая в компоте, сливовый компот. Несмотря на бочковую крепость, спирты не обжигают. Немножко йодистых мотивов. Если сильно вдохнуть, то в аромате слышатся намеки на огуречный рассол. Как такой вот огуречный рассол, укроп. Пока в аромате то, что я слышу, это, безусловно, древесные тона, это ваниль, это сливовое варенье или сливовый компот, пряные оттенки, корица, перец. На отдалении такие оттенки аромата, напоминающие ириску, такие кремовые оттенки. Такое ощущение, что аромат очень зажатый почему-то и полностью не раскрывается. Пока не слышу в аромате ни вот этой винной тонинности, ни самих оттенков аромата вина. Давайте попробуем. А вот вкус достаточно мощный. Сначала сладко-кислый, потом сразу же такой вкус, как будто бы вы откусили очень спелое яблоко, посыпанное перцем, корицей. Потом происходит онемение ротовой полости. Все-таки, конечно же, 59 градусов дают о себе знать. Виски в этом плане очень мощный, но при этом, при всем, нету вот этой вот спиртуозности. Ты просто ощущаешь очень сильную теплоту, как вот тебя сжимает вот этот вот высокий градус, как он растекается по всему телу, а вот этой спиртозности нет. Виски очень плотный, маслянистый, очень хорошо обволакивает всю ротовую полость. На послевкусии ваниль, ириска, вот это вот яблоко, которое вы откусили, прожевали, проглотили, перечные тона. Послевкусие такое достаточно подсушивающее, с некоторой горчинкой, совсем чуть-чуть. Что интересно, я почему-то не ощущаю никаких винных оттенков. Я предполагал, что, учитывая, что вся выдержка происходила в бочках из вина, и вы прекрасно можете это понять по цвету виски, но я здесь не чувствую оттенков вина. Есть сладкие вот такие вот ирисочные мотивы, очень много пряности, а вина почему-то нет. Вначале я не сказал по поводу срока выдержки. На самой бутылке на контр-этикетке указано не менее 5 лет, а на, собственно, сайте по поводу выдержки там очень просто объясняется, что они не гонятся за длительным сроком выдержки. Ясно дело, что это минимальные 3 года. Они начинают разливать виски тогда, когда мастер и дистиллер понимает, что виски созрел. И тогда происходит разлив по бутылкам. Несмотря на минимальные 5 лет, которые заявлены на бутылке, как я и сказал, здесь нету спиртуозности, которая типична всем молодым виски, ну аж тем более здесь бочковая крепость. Вот эта спиртуозность должна была бы тебя просто сшибать
А здесь такого нет. Виски очень деликатный, но при этом несколько зажатый в своей ароматике. Здесь нет спиртуозного удара, при этом сильной какой-то вот ароматической палитры здесь тоже нет. И здесь нету нот молодости, типа бражности, нью-мейковости, вот что-то такого. Здесь этого нет. То есть бочка STR работала очень хорошо, и вот это свойство бочки, активность ее, она, получается, очень хорошо поработала с дистиллятом, что по прошествии непродолжительного периода выдержки здесь нету вот этих вот недостатков, которые присутствуют в молодых виски. Знаете, давайте я попробую добавить немножко воды. Возможно, это даст виски подраскрыться. Все-таки крепость бочковая. Я вообще не люблю виски разбавлять водой, но здесь я все-таки попробую это сделать, потому что почему-то мне кажется, с добавлением воды он должен немножко подраскрыться. Ну и вот я добавил воды. Вообще я читал в книге Николаса Моргана, что большинство профессиональных дегустаторов, каким я себя, конечно же, не считаю, так вот они разбавляют виски чуть ли с водой чуть ли не 1 к 1, разбавляя его примерно до 25 градусов. После добавления воды аромат изменился, добавились какие-то такие, знаете, немножко затхлые оттенки старого чулана, ванили стало больше, яблоки, красные ягоды, перечные ноты ушли, и винные оттенки стали, конечно, более отчетливо прослеживаться, но они все равно не такие яркие, все равно продолжает слышаться бочка, яблоки, красные ягоды, сливы уже нет. Добавление воды этот виски подраскрыло. Во вкусе стало больше проявляться ягод. Ягоды похожие на клубнику, малину. Продолжается чувствоваться бочка. Вот это вот такие яркие древесные оттенки. Не дубильность, такие очень пикантные, приятные, древесные, почти парфюмерные оттенки. Во вкусе такое присутствует что-то похожее от яблочного пирога с корицей. Возможно, когда виски постоит некоторое время открытым, вот эти вот его черты, его характеристика станет более явной, характеристика станет такая более однозначной. Каких-то медовых оттенков таких ярких здесь нет, цветочных тоже нет. Здесь все уходит в ягодные тона. Можно охарактеризовать этот виски как такой компот, но не виноградный. Ну, по прошествии где-то минут 10, разбавленной водой, все равно винных оттенков нет. Ну и, в общем, резюмируя, виски очень интересный. Давайте так, если вы хотите от этого виски получить какую-то хересную бомбу, какой-то фееричный восторг от винных танинов, здесь этого нет, но при этом здесь есть очень хорошая работа самих бочек. Здесь нет спиртуозности, несмотря на то, что крепость бочковая. Здесь есть очень много ягод, здесь есть яблоки, здесь есть перечные мотивы. Если кому-то такая палитра очень близка, кому нравятся виски, у которого превалируют вот такие вот оттенки в аромате и вкусе, вот эта история, она вам понравится. Но если вы, как я сказал, ищете в нем восторг от винной ароматики, несмотря на цвет, вы здесь этого не обнаружите. Вот такой вот виски, вот такой вот интересный опыт от бочковой крепости. Что ж, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем всего доброго и до новых встреч!